Всем привет! А мы с вами стоим на берегу реки Волга. Почему? Потому что сегодня мы приехали в город Тверь погулять по городу, посмотреть на достопримечательности, может быть, даже покататься по реке Волга. В общем, смотрите это видео. С вами Марина, канал Russian Language Club. Путешествуем по России. Город Тверь. Один из древнейших русских городов, который находится всего-то в 170 километрах от Москвы. Город раскинулся на берегах Волги, прямо в том месте, где в нее впадают реки Тверцва и Тьмака. В 2026 году город отмечает 35-летие возвращения своего исторического имени. В советское время город назывался Калининым. Но история Твери началась в 1135 году. В XIV веке Тверь была столицей Тверского княжества и серьезно соперничала с Москвой за право стать центром русских земель. Вы представляете, этот город мог быть столицей России. Современный облик города во многом определил страшный пожар 1763 года, который уничтожил весь деревянный центр. Екатерина II приказала отстроить город заново по плану с прямыми улицами и парадными зданиями. Именно тогда появился императорский путевой дворец, где императорская семья отдыхала по пути из Петербурга в Москву. Сейчас в Императорском путевом дворце находится Тверская областная картинная галерея. Тверь часто называют маленьким Петербургом. В центре можно увидеть очень много домов, которые издали напоминают дома Петербурга. Главная пешеходная улица – это Трехсвятская. Ее еще называют местным Арбатом. Символом города является Староволжский мост, который был построен в 1900 году. И до сих пор этот мост соединяет два берега Волги. А на набережной Афанасия Никитина стоит памятник знаменитому Никитину, уроженцу Твери, купцу и путешественнику, автору «Хождение за три моря». Город Тверь, конечно, небольшой, но однозначно стоит внимания. Если вы будете путешествовать из Москвы в Петербург или обратно из Петербурга в Москву, то вы наверняка будете проезжать этот город. И если у вас будет такая возможность, остановитесь, погуляйте по городу, посмотрите на Волгу в этом городе, и тогда уже продолжайте свой путь.
Вот мы и погуляли по Твери. Здесь такая вот церковь, целый собор. И заходим уже на вокзал. Нашему однодневному путешествию приходит конец. Доехать из Москвы до Твери можно на экспрессе. Занимает всего час-полтора часа времени. Город небольшой. За один день все вполне реально успеете посмотреть. Поэтому, если вы думаете, куда поехать в выходные недалеко от Москвы, то приезжайте в Тверь. И давайте будем продолжать вместе путешествовать по России. Подписывайтесь на канал и давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи. Ладно, еще чуть-чуть займу ваше время. Посмотрите, какой в Твери интересный и очень, кстати, красивый вокзал. Это, наверное, зал ожидания. Здесь ездят поезда и дальнего следования, но нам нужны пригородные поезда. Это вот туда надо будет идти, покупать билет на электричку. Да, электричку «Экспресс», которая нас доставит, где-то за полтора, а может быть и за 2 часа, вечером чуть подольше могут идти, до Москвы. А на этом все. Подписывайтесь и смотрите следующее видео.